Да, сейчас начнется съемка. Надо быть красивым. И очень обаятельным. Сёма, а зачем ты мурчишь, когда умываешься? Добрый день, друзья! Очередная пересадка орхидеи. Кручу в руках. Смотрю, какие у орхидеи корни. И в горшке, и какие корни растут вне горшка. Стоит ли ее пересаживать? А почему я так рассматриваю эту орхидею? Потому что только орхидея отцвела, а купила я ее 2 июня. То есть, чуть меньше 3 месяцев. И вот, казалось бы, рано пересаживать орхидею. А посмотрите, как она активно растит корни. И корни длинные, и даже растут вверх. И я боюсь, что если я ее еще оставлю, то эти корни потом будет очень сложно поместить в горшок. Вот сейчас эту орхидею приведем в порядок, и я ее пересажу. На горшке написано, что это орхидея шоколад. Это мультифлора и биглип. Фотография этой орхидеи появится. И я ее вам показывала 2 месяца назад. То есть, когда орхидея здорова, никаких видимых повреждений у нее нет, почему бы не пересадить и через 3 месяца, когда она за это время вырастила лист, ну а корни вы уже видели. Давайте извлекать орхидею из горшка. И здесь тоже растущие корни. Почему бы не сделать пересадку, когда это не повредит орхидеи, а только пойдет на пользу? При покупке и при первом осмотре орхидеи я никогда не стараюсь извлечь торфяной стакан. Чаще всего торфяной стакан у орхидеи есть, но это ей никогда не мешает продолжить свою активную жизнь. Все так боятся этого торфяного стакана, что пытаются, не разбирая орхидею из покупного горшка, извлечь этот торфяной стакан. Ну, не все, но многие. Многие мне об этом пишут. А я этого никогда не делаю. Придет время, нужно будет убирать торфяной стакан при пересадке. Вот тогда я его и убираю. И даже ради эксперимента посадила свои вновь приобретенные орхидеи, которые были только в торфяных стаканах. Посадила их вместе с этими стаканами. И показываю вам, хотя бы раз в месяц, раз в 2 месяца. И ссылку на этот плейлист я оставлю в правом верхнем углу экрана. Так что я считаю, что торфяной стакан при разумном и правильном поливе никогда не мешает жизни орхидеи. И в плейлисте об орхидеях с торфяными стаканами я рассказываю, как их поливать. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Вот давайте. Очень все легко. Я убрала от корней орхидеи. Вот здесь даже мох еще был. А 20 лет назад, когда разбирала орхидеи, их сажали с маленькими кусочками поролона. И вот этот поролон оторвать от корня орхидеи было сложно. Сейчас такие посадки бывают очень редко.
но тоже недавно видела. Вот такая орхидея. Корни. Их достаточно много. И они все активные и почти все живые. Нашла. О, этот сам отвалился. Нашла всего один сухой корень. Сейчас я его обрежу до живой ткани, но не задевая эту живую ткань, для того, чтобы не обрабатывать корни ни перекисью водорода, ни корицей. И еще есть такой корешок. Ну, смотрите, какая орхидейка-труженица. Вот этот корень вырос снизу горшка. Вот такой длины. Смотрите, сантиметров, наверное, 20-25. Вот сейчас я пойду промывать корни орхидеи и постараюсь потом этот корень при посадке поместить в горшок. Как, впрочем, и эти корни. Так, лежать и не мешать. Безобразие. Которые растут вверх. Но для того, чтобы их поместить в горшок, их нужно хорошо напоить водой. Вот сейчас я это все сделаю, пока буду промывать корни орхидеи. Цветонос сохнет весь, и я его отрезаю до первой непробудившейся почки от начала роста цветоноса. И вы знаете, я не обрабатываю ничем цветонос уже более года. Если так обрезаю, то вот эта часть, вот этот узел является защитным барьером от проникновения патогенной микрофлоры. Чаще всего остаток цветоноса засыхает до этого узла, или же если орхидеи это для чего-то нужно, она отсушивает цветонос полностью. Вот так. Пойду промою корни орхидеи, а как я это делаю, оставлю вам ссылку на видео. Смотрите его с 13 минуты. Ты пошел покушать? У тебя обеденный перерыв? Все? А Ричи спит на своем месте. Ричи, перестань копать стульчик, чтобы он мягче стал. Ричи. Варвар. Я сходил, покушал у него, чтобы не похудеть. Не дай бог. Ну что, корни орхидеи, ну не могу сказать в идеальном состоянии, но в очень хорошем состоянии. Что же нам нужно здесь сделать? Даже отрезать нечего. Вот такие сломы корней, это не страшно. Орхидея растит дальше корень, но если вам вот этот, именно вот такой корень не нравится, его можно вот в этом месте отрезать. Давайте я посмотрю, вот может этот единственный корень я и отрежу. Нужно разобрать вот эту сухую часть и посмотреть. Если корень дальше черный, а здесь он может оказаться зеленый, то можно вот эту часть корня вот в этом месте и отрезать. В остальном все прекрасно. Что здесь нужно сделать еще? На стволике орхидеи всегда есть старые остатки от листьев. Вот их надо убирать. Во-первых, это
разлагающаяся органика. Во-вторых, это может мешать росту новых корней. Так что очищаем ствол орхидеи от остатков листьев. А вот здесь еще есть цветовая почка, из которой может вырасти цветонос, а может при благоприятных условиях появиться детка. Только нужно аккуратно не нарушить эту почку, но не повредить. Вот и все. Я знаю, что вы очень любите смотреть, как я помещаю корни в горшок. Поэтому без комментариев показываю. И если это нужно, придерживая орхидею, закручиваю горшок. Не всегда получается поместить орхидею по центру горшка. Но всегда стараюсь это сделать. Итак, одной рукой придерживая орхидею. А второй насыпаю чистый керамзит. Мои постоянные подписчики знают, что основная часть орхидей у меня посажена в керамзит. Но всегда вам говорю, что это не панацея. Я никого не призываю сажать орхидеи только в керамзит. Вот мне удобно. У меня позволяют условия выращивать орхидеи в керамзите. У кого-то получается поливать в керамзите, у кого-то нет. Кому-то просто, ну, сказать простым языком, не подходит и не заходит этот метод посадки. Кто-то использует кору, кто-то использует лечозу, кто-то использует смешанный грунт. Я знаю, что даже сажают в пластиковые кусочки от упаковок. Я-то точно знаю, что орхидеи все равно как расти. Главное, правильно ее поливать. Я только недавно, для того, чтобы рассказать вам и показать, как орхидеи растут в коре, а они растут абсолютно одинаково, что в коре, что в керамзите. 1,5 орхидей посадила в кору. Они растут абсолютно одинаково, и я вам даже делаю сравнение, показываю эти видео, если будут появляться ссылки. Это рассказы на орхидеи, посаженные и в коре, и в керамзите. И еще самое главное, я обязательно оставлю ссылку, как в разных посадках при разном грунте поливать орхидеи. Я об этом тоже рассказывала. А теперь просто насыпаю керамзит. Профессор устал и покинул нас. У профессора сегодня банный день. Он сегодня время умывается. Постукиваю по горшку, чтобы равномерно распределился керамзит в горшке. Все посадки очень быстрые. Если бы мы не снимали на камеру, у меня бы это заняло примерно от 3 до 5 минут. Вот такая чудесная орхидейка. Орхидейка Big Lip. Я надеюсь, что она зацветет к зиме, ну или к весне. Потому что орхидея не капризная. Но, по крайней мере, я этого не почувствовала. Активно растит корни, активно растет лист. И
Надеюсь, что цветение этой орхидеи я обязательно увижу. Мне так интересно только ее название, почему на горшке написано шоколад, хотя у меня есть орхидея желтый шоколад, но они совсем другие. Но вот у этого, у биглипа на горшке было название. И оно такое. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.